Всем привет, друзья! Добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня я расскажу о том, какие ароматы я недавно приобрела на барахолке, расскажу, какие разнашивала ароматы, понравились, не понравились, расскажу, какие хотелки есть на сегодняшний день, где была, что видела, в общем, всего понемногу. Это видео из раздела «Дневник парфлюбителя». Снимаю отчасти и для себя, для того, чтобы какую-то память, да, для себя оставить об этих днях, об этом времени, об этой зиме в своей жизни. В общем, поехали. Как-то я была недавно на барахолке, но это было уже перед Новым годом. Зимой как-то там торговля немножко застывает, скажем так. Я не хожу туда, очень редко хожу, потому что меньше продавцов. И как-то по такой погоде, знаете, по холоду не все хотят выходить. Да, и если дождь идет, естественно, тоже какая может быть торговля. Перед самым Новым годом решила я съездить на барахолку. Погода была более-менее нормальная. Я подумала, что все-таки торговля будет в этот день. И я не ошиблась. Да, было достаточно много продавцов. Меньше, конечно, чем летом, но тем не менее. И что мне там удалось приобрести? Вот этот вот от Oriflame Amber Elixir. Тут 8 мл изначально было. В общем, там за какие-то небольшие деньги я купила. Я давно хотела, кстати, попробовать этот аромат, потому что я видела какие-то отзывы, что он похож на амбровую вуаль Ив Роше. Мне очень нравится амбровая вуаль. Она где-то в духе Дюны от Dior, где-то она чуть-чуть похожа на Коко классическую от марки Chanel. В общем, что-то такое среднее между Дюной и Коко. Это амбровая вуаль. А вот Amber Elixir тоже видела отзывы, что тоже такой амбровый какой-то прикольный, такой тяжелый аромат. И хотела попробовать всегда. Несколько раз нюхала из крышки его. Ну, какой-то он мне показался пыльный, не нравился. Ну, конечно, я думала, что на коже может по-другому раскроется, знаете. Думаю, если людям так нравится, думаю, наверное, что-то все-таки в нем должно быть такое прикольное, интересное. Ну, вот купила. Не знаю, пока восторга я не испытываю. Ну, да, амбровый аромат, ну, сладкая амбра, вот и все, что я ощущаю. Да, какая-то и пыльность все равно присутствует. Как будто бы нота каких-то камней. Ну, это, скорее всего, амбра дает такую ноту. Таких вот сухих камней, разогретых на солнце. Вот какая-то минеральная такая нотка есть. Ну, а так в основном сладкая амбра. На дюну не похож, на амбровую вуаль не похож. Амбровая вуаль более прохладная, более специевая. Здесь такого нет, это более такой сладковатый аромат и более простой, скажем так. На Коко Шанель, естественно, он очень далеко не похож, там тоже много специй, там такой богатый, такой переливающийся аромат. Здесь все намного, как я уже сказала, проще, обыденнее. Ну, в общем, как-то не разделяю восторгов пока что. Пробовала. Красоты какой-то я не ощущаю в нем. Поэтому вот то впечатление, которое было, когда я его изначально просто из крышки, из флакона где-то на рынке понюхала, вот так оно примерно и осталось. Еще купила такой пробничек. Это Faberlic Bouquet de Nuit. Bouquet de Nuit сравнивают с поэмой от Ланком. У меня есть флакон поэмы, но, как я полагаю, это фейковая поэма, не настоящая, конечно. Флакон все-таки там отличается, как-то он выдает то, что это не оригинал, но звучание, мне кажется, там где-то оно напоминает поэму. Скорее всего, я настоящую поэму не нюхала ни разу. Или когда-то давно нюхала, но уже забыла. В общем, мне кажется, все-таки он похож, потому что вот этот аромат, с которым сравнивают, ну тоже, да, все это в одном таком духе. Это желтые цветы, белые цветы. В общем, такой сладкий, такой немного ретровый букет цветов. Немного мыльности. Ну и моя поэма выдает такие ноты. Моя, которая не настоящая. И вот этот Bouquet de Nuit тоже. Я их сравнивала. Конечно, они разные, но не похожи в одном направлении. Это такая больше ванильная. Bouquet de Nuit больше такой ванильный аромат. Он вначале цветами раскрывается, а потом в базе он просто ванилью сидит на коже. Очень близко. Ну, в общем, такой тоже, как бы, я не думаю, что он прям заслуживает какого-то внимания. Ну, конечно, может быть, в свете сетевой парфюмерии он и
заслуживает внимания, но после люксовых ароматов уже, наверное, не может впечатлить кого-то. Уже разносила я вот этот Ричард White Chocolate. Это копия. Флаконы похожи на бренд NFES. Скорее всего, внутри тоже все идентично с NFES. Просто нет надписи NFES. Вот у нас в городе вот такие продаются, и полно их на всех рынках. Там большая серия ароматов, большая линейка обширная. Ну, все, что мне понравилось из них, это, в общем, некоторые там звучат ароматы откровенно неприятно. Как-то пыльно, как-то грязно, в общем, неприятно. Но есть и такие вот сладковатые ароматы, которые звучат приятно и даже поднимают настроение. Вот этот White Chocolate, он такой позитивный, способен поднять настроение, как-то порадовать меня. Он такой достаточно насыщенный, достаточно стойкий, особенно на одежде. В общем, за свои деньги неплохой аромат. Понравился, ношу его постоянно сейчас. И он, да, я считаю, достоин. Из этой линейки вот один из хороших таких представителей. Еще мне понравился там Mango Skin. Как-то тестировала не так давно. По-моему, он где-то будет похож на White Chocolate по звучанию. Тоже такой какой-то сладковатый, фруктовый. Также и в этом тоже я слышу фрукты и сливочность. И слышу какую-то молочную кашу с фруктами, с вареньем. Но это очень вкусно, приятно, гурмански звучит. Да, ну вот, в принципе, флакон, конечно, выглядит достаточно дешево, лаконично, но, конечно, тоже выдает его дешевую стоимость. Ну, в этой линейке, что я могу сказать еще про эту линейку? Конечно, мне жутко не понравился кокаин Фрэнк Бакле из этой линейки, уже я снимала о нем видео. Вот. Ну, таких откровенно неприятных там, может, больше и не будет в этой линейке, но, например, Roses Mask Монталь мне не понравился, какой-то пылью тоже пахнет. Флёр Наркотик не понравился, тоже вот как-то сразу из колпачка такой запах непривлекательный совершенно. Ну, в общем, большинство там таких вот невнятных, каких-то непонятных, а вот то, что более-менее сладко звучит, те вот ароматы мне понравились. Дальше я также носила Монталь, вот этот Honey Oud, который я купила еще осенью. Я вот решила его и в холодное время попробовать, больше как-то разносить, потому что в теплую погоду я знаю, как он раскрывается, а вот в холодную, вы знаете, все-таки в холодную погоду в нем много уда достаточно, я ощущаю. Мне кажется, мед и сладкие ноты как-то скукоживаются в холоде и не особо так они слышны, а вот этот уд, вот эта вот деревяшистость, такая вот рисковатая нота, ну, для меня не медицинская, скорее какая-то нота горелой древесины или немножко такой резиновости также присутствует. Вот для меня так это звучит. И вот в холодную погоду сладость, мне кажется, как-то отодвигается еще подальше куда-то. И вот этот уд больше всего проявляется. А вот в теплую погоду мне вот казалось, что медовости больше и сладости я слышу. Вот как-то так. Еще весной, конечно, буду пробовать, когда снова потеплеет. Хотя у нас и не особо холодно. У нас там +2, +3. В основном это редко, чтоб мороз. Вот. Такие впечатления про Honey Oud в холодное время. Ну, конечно, меня радовал мой любимчик Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense. Интенсивная версия от Chanel. Конечно, вот прям от него я просто в диком восторге. Я не знаю, что буду делать, когда он у меня закончится. Конечно, знаете, как вот говорят, нужно носить аромат, когда он нравится, да, не жалеть его так особо, не жалеть, потому что неизвестно, что будет дальше, что будет с нашим восприятием, да. А вдруг там, допустим, через месяц он вам перестанет нравиться. Ведь такое бывает. Вот я часто слышу от блогеров, что вот бывает такое, да, от любви до ненависти, от любви до безразличия, да. Вначале аромат нравится, потом как-то эта симпатия и восторг сходит на нет, и как-то уже становится, ну, как-то, не знаю, наскучивает или что. В общем, типа говорят, носите, пока нравится. Ну, знаете, как, с другой стороны, да, хочется пробовать что-то новое. И много новых ароматов появляется, которые тоже хочется попробовать. И зацикливаться на чем-то одном, конечно, я ни в коем случае не собираюсь.
Так, какой еще аромат я хотела упомянуть? Вот этот мини Кристалл, который клон Haltat Night и клон Каролины Эреры из приватной линейки. В общем, получается, этот аромат тоже вот я сюда поставила, потому что носила его вот в период праздников. И вот настолько он какой-то уютный, какой-то такой вот создающий такое даже домашнее уютное настроение, настроение какого-то семейного праздника, каких-то, ну, знаете, как вот Рождество, вечеря, да, это связано с какими-то вкусняшками, сладостями. И хочется какого-то такого вот аромата с корицей, и это аромат, конечно, ну, мне слышится тут корица, поэтому вот какой-то десерт с корицей, немного с вишней. Вот Haltat Night, например, он более такой, знаете, он со свежей вишней, а этот аромат, он с вишней такой более, ну, переваренной, что ли, вот варенье вишневое, возможно. В общем, вишня тут более приглушенная, или вишневая косточка, возможно, кому-то покажется, послышится. В общем, вишня здесь не такая свежая и яркая, как в Haltat Night, но, тем не менее, сходство есть у этих ароматов. И я знаю, что еще появился, может быть, он и давно уже был, не знаю, аромат Asaya от бренда Emper. В общем, как-то так называется, Asaya Pachu или что-то в этом роде. Тоже и флакон похож, мне кажется, это тоже один из клонов. Флакон похож тоже на приватную линейку Каролины Эреры. И на вот этот мой флакон тоже там такое темно-бордовое стекло. Ну, это какой-то арабский бренд, насколько я понимаю. Ну, как бы блогерам он нравится. Его описывают очень положительно. Я бы тоже, конечно, попробовала, но доставки к нам нет. И там 100 миллилитров. Я даже не знаю, нужен ли мне в таком объеме такой аромат, так как вот у меня этот уже есть. Как бюджетная копия, он, в принципе, тоже имеет место быть, и мне нравится. Как бюджетная замена Haltat Night имеет право на существование. Вот, да, давненько уже открылся магазин, там появилось много парфюмерии. Ну, там в основном тоже копии, разная цена, разный объем, разные линейки есть. Есть просто подделки, именно, ну, под оригинал, да, во флаконах. Там они тоже где-то в районе 2000 цена рублей. Есть там и подороже копии на ароматы Тома Форда, например. Там цена уже такая более серьезная, там 3-4 тысячи рублей. То есть это 30-40 долларов, как бы уже не особо бюджетно. Можно какой-то люкс купить, да, 30 миллилитров за 30-40 долларов. Вполне себе. Но мне единственное, что там понравилось, также там латафа еще есть. Но латафу, вот, что там я перенюхала как-то так, чтобы что-то меня сильно поразило. Такого, ну, как-то не случилось. Ну да, восточные ароматы. Ну, после того, как, конечно, я услышала отзывы о их нестойкости, как-то мне немножечко и расхотелось их пробовать. Опять же, там все по 100 миллилитров, и покупать я точно не буду. Мне такие объемы и не нужны. Что мне понравилось, там вот один аромат мне понравился, это Tom Ford Ombre Leather копия. Тоже там 100 миллилитров, цена что-то там, по-моему, больше 3000. То, что я ощутила, ну да, какая-то такая сладковатая кожа. Вообще это кожа с малиной, насколько я понимаю, по фрагрантике малина на кожаной подложке. Ну, мне бы хотелось такой аромат, конечно. Понравился он мне, вот сегодня снова его понюхала, прям классный. Ну, опять же, насколько там будет стойкость, наверное, стойкость там час-два будет, потому что, ну, все-таки сотка за такую цену, это считается дешево, тем более на каких-то маркетплейсах наверняка он стоит там не больше 2000, это у нас здесь все в 2 раза дороже. Вот, еще тестировала аромат как-то на рынке, нашла Карл Энтони by Night, такой был аромат, это еще с давних времен производится, это любимый аромат моей подруги.
И как-то мы с ней недавно общались, и она упомянула, что хотела бы купить этот аромат. Так вот, я посмотрела, в Европе он стоит около 7-8 евро. Кажется, 7 евро. То есть это, если в переводе на рубли, 700 рублей получается. А у нас он здесь стоит 2000. Представляете, какая разница, да? В цене. Тоже не вижу смысла покупать. Хотя вот на рынке его протестировала. Как бы аромат приятный, в принципе. Я бы его взяла бы себе для разнообразия. Так вот тоже такой сладкий, гурманский какой-то. Тоже такой цветочно-гурманский, я бы сказала, аромат. Необычное такое звучание у него. Вот у меня нет ничего похожего. Вот. Аромат из недорогой, конечно, линейки, но не вижу смысла тоже за 2000 его брать, потому что цена его реально намного меньше. На маркетплейсе тоже где-то я на Озоне, кажется, видела. Да, в общем, в офлайн цены просто зашкаливают. Я понимаю, что продавец, да, он стоит там на рынке, на морозе, да, и летом на жаре стоит. Я все могу понять, но просто... Мне кажется, просто люди же не будут покупать за цену в 2 раза превышающую его стоимость на торговых площадках. Также хочу рассказать, как я тоже наткнулась на одну точку, где продают враспив парфюмерию. И довольно-таки тоже мне там понравилось много ароматов. Там, хотя их было немного, но они действительно такие все классные ароматы были подобраны. Там продавец молодая девушка, я так понимаю, что это, скорее всего, ее личный бизнес. И, ну, наверное, у нее такой хороший вкус. И там, в общем, были Initio ароматы, 2 было. Ну, там так всего понемногу, знаете, не сказать, что там очень большой выбор, но 2 аромата Initio. Atomic Rose мне тоже понравился аромат. И, скорее всего, Mask Therapy, что-то в белом флаконе было, точно не знаю. Но вот даже мне брызнула она на руку. Очень такой классный аромат, приятный. Хочу его тоже взять от Levant, хотя бы 5 мл. Ну, я выбрала в итоге вот этот Porto Nova от Trussardi из бутиковой линейки. Потому что, ну, он меня привлек своей вот этой замшевостью, да, вот этими цветами на фоне замши. Такой ирисовый, пудровый аромат. И он мне показался похожим на Kelly Kalesh, как я уже говорила в видео об этом аромате. В общем, мне захотелось вот такого. Какая-то в нем и помадность присутствует. Конечно, современные ароматы есть современные. Там, ну, куча всего интересного. Вот опять же, там был от Thomas Космола аромат. По-моему, номер 4 неон. Насколько я помню, вот на флаконе был рисунок такой цветной. Тоже, ну, конечно, он мне показался свежаком, и на зиму я как-то не хочу такое. Потом Османтус от Ormond Jane, тоже более свежий, такой весенне-летний. Вот. Mask Therapy или что-то в белом флаконе мне тоже показалось несколько таким, ну, ближе к такой свежести. Но вот его бы я, наверное, взяла бы даже вот в зиму, потому что там такие яркие цветы какие-то красивые. Понравился. И много мускуса в нем, конечно, без сомнения, но тем не менее мне он понравился. И достаточно стойкий. Вот я прям до вечера его слышала на своей руке после того, как она мне 1 раз брызнула. Классный аромат. Надо будет узнать точно, что это, Mask Therapy или нет, и, возможно, купить от Левантик. Также там был еще французская кожа от Memo. Тоже вот как кожаный аромат, да, и мне хочется сейчас каких-то кожаных ароматов. Теперь французскую кожу как бы было бы логично попробовать тоже взять от Левантик. Правда, как-то из флакона она меня не то что не впечатлила, даже напугала, как-то что-то такое резкое было в ее звучании. В общем, мне вот этот более нежненький такой Porto Nova, он более такой свежий, нежный, помадный. В общем, более такой, скажем, акварельный аромат. И забыла сказать, Virtus, еще там были 2 аромата, тоже Narcosis Virtus, это вообще популярнейший аромат. Тоже вот он больше такой в свежую сторону мне показался. Но когда я отзывы посмотрела в интернете, вроде бы он должен пахнуть манго в средних нотах. Вот я хочу как раз тоже что-то такое фруктовое. И мне кажется, даже в зиму, наверное, он подойдет. И был House аромат от Virtus. Это такой водный аромат, тоже интересно было бы. Я его понюхала, там как-то он, ну, тоже как-то не впечатлил меня
чтобы купить, но вот теперь мне интересно все-таки, что же там за водный аромат House. И Наркозис тоже, конечно, очень интересно. Столько хайпа о нем, столько отзывов восторженных, конечно же, в основном. Вот, хочется мне теперь вот уже, не знаю, 5 ароматов я назвала, которые мне хочется теперь от Леванты, даже 6, наверное. Я не знаю теперь, что я выберу. Наверное, хочется теперь вот более таких новомодных, с новыми молекулами, с какими-то новыми ингредиентами. Ну, хочется в этой стороне, да, немножко, скажем так, покопаться вот в этой кухне, как бы попробовать что-то вот из новенького. Поэтому, наверное, буду вот в этом направлении. Вот мои хотелки теперь в этом направлении находятся. Напишите, какие у вас хотелки сейчас, что вы хотите попробовать, в какую сторону вы движетесь, да, в своем парфюмерном увлечении, в какое направление вам сейчас интересно в данный момент, да, вот этой зимой. Какие бренды, может быть, новые вас заинтересовали. Буду прощаться, до встречи в новых видео. Всем удачи и пока-пока.